Иногда дорога к Красному морю начинается совсем с другого моря, с моря мертвого. А между ними живая пустыня. Камни, ветер, беспощадный зной и ожидание. Ожидание удивительного мира, который откроется только под водой. Это путь к Эладу. Поехали! Эта дорога совсем не похожа на дорогу к морю. Нет пляжей, нет курортного шума, нет синей воды впереди. Есть только холмы иудейской пустыни. Но пустыня здесь не пустая. Она дышит, она живет. После дождей она вдруг становится зеленой. По ее склонам идут стада. Среди камней мелькают газели. Эта земля не открывает себя сразу. Ее надо увидеть, услышать, пройти. По дороге на юг с каждым километром пустыня меняет цвет, рельеф и дыхание. Зелень постепенно отступает, камни светлеют, воздух становится суше и горячее. И вот перед вами голубая морская гладь. На нашем пути море мертвое, море соли. Мертвое море называют самой низкой точкой земной поверхности. Его библейское имя – море соли. Голубое, зеленое, белое, минеральное, почти неподвижное. Здесь вода не похожа на обычную воду. Она плотная, тяжелая и соленая. Мы едем к морю жизни, но сначала дорога привела нас к морю тишины. У северного берега Мертвого моря дорога вдруг открывает совсем другой мир. Это Энфашха и Ноцуким, источники у скал. Там, где вокруг соль, жара и сухая земля, из-под камней выходит пресная вода. Она собирается в ручьи, маленькие озера и зеленые заросли. Среди пальм и тростника живут дикие ослы. И в этом есть удивительный контраст. Рядом с морем, которое называют мертвым, жизнь звучит особенно ярко. Но у Мертвого моря есть не только красота и тишина. Есть места, где видно, как сама земля меняется на глазах. Когда море отступает, подземные воды начинают вымывать соль из почвы. Под землей появляются пустоты, и верхний слой проваливается вниз. Так рождаются карстовые воронки. Когда-то здесь был популярный пляж Минерал, а сегодня это почти лунный пейзаж у берега моря соли. Мертвое море отступает. На его обмелевших берегах остаются тревожные следы времени. После суровых берегов моря соли Эн-Геди кажется настоящим чудом. Среди сухих скал вдруг появляется вода. Ручьи, водопады, зелень, тень деревьев и жизнь, которая держится за каждую каплю.
Недаром Энгеди переводится как источник козленка. Здесь по камням свободно ходят нубийские горные козлы, нубийские ибиксы. Самцы с длинными загнутыми назад рогами легко поднимаются по почти отвесным скалам. В расщелинах прячутся доманы, над ущельем кружат птицы. Это не просто оазис рядом с Мертвым морем. Это напоминание: пустыня не пуста. Она строга, молчалива, иногда беспощадна, но там, где появляется вода, она чарующе прекрасна в красоте жизни. По дороге на юг над пустыней поднимается Масада, древняя крепость на высокой скале. Сегодня мы оставляем ее только как силуэт истории и движемся дальше, к южным берегам моря Соли. Южнее Масады Мертвое море снова меняет лицо. Здесь, у Энбокек, оно становится светлым, минеральным, почти космическим. Белые берега, соляные линии, палящий зной, гостиницы и пляжи посреди пустыни. Это необычный курорт. Это курорт у самой низкой точки земной поверхности. Но для нас Энбокек не остановка. Это последний большой аккорд моря Соли перед дорогой дальше на юг, к Красному морю. После Энбокек дорога становится главной героиней. Море Соли остается позади. Пустыня раскрывается шире. Горы становятся суше. Воздух горячее. Горизонт дальше. Здесь уже почти нет слов. Только линия дороги, палящий зной и ожидание. Море еще не видно, но Красное море уже словно слышится впереди. И вот постепенно пустыня меняет дыхание. На горизонте появляются горы и лата. Камни становятся темнее, воздух мягче. А за дорогой вдруг открывается синева. Красное море. Место, где пустыня подходит почти к самой воде. Здесь Израиль становится другим. Южным, морским, почти пограничным между камнем, солнцем и глубиной. Для многих Элат это просто курорт. Отели, пляжи, рестораны, набережная. Солнце почти круглый год. И все это здесь действительно есть. Но если смотреть чуть глубже, Элат становится не только местом отдыха. Это южная дверь Израиля. Город между пустынными горами и Красным морем. Место, где дорога заканчивается у воды. Но само путешествие только начинается. Но главное в Красном море не всегда видно с берега. С поверхности это просто синий залив между горами. Красивый, теплый, живой. Но стоит опустить камеру под воду, и привычный мир исчезает. Там начинается другое пространство. Рыбы, кораллы, свет, тишина воды. Мы начали этот путь среди живой иудейской пустыни. Прошли вдоль моря Соли,
увидели источники, провалы, оазисы и южные берега. И приехали туда, где сухая земля встречается с Красным морем. Но настоящее чудо Эллада начинается не на набережной и даже не на пляже. Оно начинается там, под водой. В следующей части мы войдем в этот мир ближе, туда, где среди кораллов, рыб, света и тишины открывается совсем другой Израиль. Израиль Красного моря.